Привет! Меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем вот таких милых черепашек. Для их плетения можно использовать резинки двух цветов, то есть панцирь делать из одного цвета, а тело из другого. Можно использовать три цвета, панцирь из двух цветов делаем, а тело из третьего цвета. Но если вы будете использовать для панциря два цвета, то желательно использовать близкие по оттенку цвета, и тогда они будут лучше в панцире сочетаться. Например, как здесь, фиолетовый и темно-розовый. А вот здесь, видите, использованы уже разные по оттенку цвета, и они смотрятся уже гораздо хуже. И, конечно, нам понадобятся две резинки черного цвета для глаз. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас, и чтобы ряды были выстроены в ряд одинаково. Не один ряд, чтобы не выходил вперед. И мы с вами начинаем плетение с головы, то есть сверху, и постепенно будем спускаться вниз. В процессе работы над этой черепашкой мы почти всегда будем накидывать по две резинки. Для тела я буду использовать вот такие бежевые резинки, и мы с вами накидываем с первого столбика левого ряда на второй столбик левого ряда. Теперь берем еще две резиночки и накидываем их точно так же, но уже по центральному ряду, с первого на второй столбик. Еще берем две резинки, по центру мы с вами опускаемся ниже, до третьего столбика центрального ряда, а по левому столбику мы с вами закругляем и переходим на центральный ряд. Вот так у нас голова получилась. После головы идет шея. Берем опять две резинки и накидываем их с третьего столбика центрального ряда на четвертый столбик центрального ряда. Голова и шея у нас готова. Теперь мы с вами можем перейти к созданию панциря. Панцирь я буду делать из резинок светло-зеленого и темно-зеленого цвета. Накидывать опять же будем по две штучки. И делаем сначала как бы плечи панциря, если так можно выразиться. То есть уходим вправо и слева, чтобы было симметрично, уходим в левую сторону. Теперь берем еще по две резиночки светло-зеленого цвета. И вниз по правому и левому ряду мы с вами накидываем две пары. Справа накинули две пары и слева точно так же накидываем две пары. Пара. И еще одна пара. Панцирь у нас почти готов. Теперь нам нужно его закруглить к концу. Берем еще две резинки светло-зеленого цвета и закругляем вот эту окружность панциря. Раз и два. Отлично. Теперь давайте сделаем центральную зону. Для этого мы с вами будем брать одну резинку темно-зеленого цвета и одну резинку светло-зеленого цвета. Вот так их парой возьмем. И накидываем по центру сначала панциря и чуть ниже. Берем еще пару резинок, опять же светло-зеленую и темно-зеленую, и накидываем еще чуть ниже. Еще такую же пару сейчас возьмем. Накидываем опять ниже. И, наконец, последняя пара резинок. Мы с вами ее накидываем уже к низу этого панциря. И вот у нас получилась голова. А здесь панцирь. Но он еще у нас не до конца сделан. Сейчас мы с вами будем уже брать по резинке одинарной. Накидываем их вот с этих столбиков. И здесь будем накидывать. Смотрите, каким образом. Вот сюда накидываем одну резинку. И вот сюда накидываем вторую резинку. Чуть ниже точно так же накидываем сюда. И накидываем чуть дальше. Еще одну накидываем сюда и накидываем чуть дальше. Отлично. На последний столбик панциря нам нужно накинуть резинку светло-зеленого цвета и при этом закрутить ее на этом столбике 4 оборота. Один оборот у нас уже есть, второй оборот накручиваем, третий оборот накручиваем и четвертый оборот накручиваем. Отпускаем. Теперь нам нужно сделать ноги. Для ног я буду использовать тот же цвет, что и для головы. Чтобы сделать ноги, нам нужно опуститься в самый низ станка, и нам понадобится 3 вот этих столбика. Берем две резиночки бежевого цвета и накидываем их
с третьего на второй столбик, если считать с конца. Теперь берем уже 3 резинки, но тоже бежевого цвета, и накидываем их чуть ниже, на последний столбик с предпоследнего. Так. И на последний столбик накинем одинарную резинку бежевую, но при этом тоже накрутим ее здесь 4 оборота. 3, 4. Вот такая заготовочка у нас для ноги есть. Теперь нам нужно ее снять. Заводим крючок внутри, отодвигаем резинку, которую накручивали 4 оборота, захватываем 3 резинки снизу, которые находятся у нас внизу, да, и накидываем вперед. Здесь изнутри захватываем 2 резинки и накидываем вперед. Теперь заводим крючок внутри вот этих последних резинок, придерживаем пальцем и снимаем всю эту конструкцию со станка. У нас получилась одна нога. Чтобы она выглядела немножко ровнее, те резиночки, которые у нас в 4 оборота накинуты, вот здесь, нам нужно их постараться выровнять, чтобы они максимально по центру этой ноги находились. Вот примерно так. Теперь эту ногу нам нужно накинуть сначала вот сюда, затем нужно еще одну ногу сделать сюда, сюда и сюда. 4 ноги. Ну, сначала накидываем первую, берем, натягиваем все резинки, которые у нас здесь находятся, и накидываем вот сюда. Первая нога у нас на своем месте. Теперь поставьте это видео на паузу и сделайте точно так же, как я сейчас показывал, еще 3 таких ноги. Они у меня уже предварительно сделаны, и я их сейчас буду накидывать на панцирь. Вот сюда накидывается вторая нога. Берем, натягиваем все 4 резиночки, которые к этой ноге относятся, и накидываем их вот на этот угловой панцирный столбик. Вторая нога. Третья нога вот сюда идет, тоже на угловой столбик, но уже снизу. Третья нога пошла. И четвертая нога пойдет вот сюда. Натягиваем 4 резинки и их вот сюда скидываем. Отлично. И теперь нам нужно сделать хвостик. Хвостик делается следующим образом. Берем одинарную резинку и накидываем ее вот на эти 2 последних столбика, но при накидывании перекручиваем эту резинку 8. Затем перекручиваем ее еще раз и накидываем через эти 2 столбика на второй. У нас получилось, что снизу резинка у нас перекрестием идет, а сверху просто обычным накидыванием. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. С дальнего столбика нам нужно нижнюю резинку снять, с внешней стороны скинуть ее на центр. И с этого столбика нам нужно нижнюю резинку захватить и с внешней стороны скинуть к центру. И в центре у нас с вами получается узелок. Теперь эти резиночки можно снять с обеих столбиков и немножечко затянуть. Сильно не надо, чтобы этот узелок все-таки просматривался. Ну, вот такой хвостик у нас получился. Но он нам понадобится немножко позже, поэтому давайте отложим его в сторону. И сейчас немножко займемся головой. На голове нам нужно сделать глаза. Сначала возьмем резинку одинарную, бежевого цвета, и накинем ее вот на эти 2 столбика. Но при накидывании нам нужно эту резинку перекрутить 8, накинуть еще раз, а затем накинуть еще раз, чтобы эта резинка у нас 3 оборота на этих столбиках лежала. Вот, у меня получилось, что эта резинка накинута в 3 оборота. Опускаем немножко ниже. Теперь берем резинки черного цвета и накидываем их на вот эти 2 столбика, но при этом каждую резинку перекручиваем в 4 оборота. 1 оборот, 2 оборот, 3 оборот и 4 оборот. 1 глаз у нас. И 2 глаз сейчас тоже так сделаем. Накидываем сначала 1 оборот, закручиваем 2 оборот, 3 оборот и 4 оборот. Немножко эти черные резинки опускаем ниже.
Затем берем одинарную резинку бежевого цвета и накидываем ее на эти два столбика. Но накинуть ее надо здесь в 2 оборота. Получается, что эта резинка в 2 оборота у нас находится выше резинок глазных. Так и должно быть. Теперь делаем следующее. Уже можем немножко приступить к снятию. А снятие мы делаем так. Заводим крючок внутрь. Отодвигаем резинку, которая натянута у нас в 4 оборота. И захватываем одну из резинок, которые у нас вот здесь накинуты. У нас здесь пара темно-зеленая и светло-зеленая. И вот захватить нам нужно любую из этих резинок. Можно ту, которая находится выше. Например, я захватил светло-зеленую и накидываю ее на впереди идущий столбик. Опускаем немножко ниже. Теперь берем заготовочку нашего хвостика и эти обе петельки накидываем на крючок. Одна петелька и вторая петелька. Теперь эти две петельки нам нужно накинуть вот на этот последний столбик. Натягиваем и накидываем на этот последний столбик. Теперь вновь заводим крючок вот сюда. Отводим резинки, которые накинуты в 4 оборота, и резинку, которая накинута в качестве хвостика. Изнутри захватываем темно-зеленую резинку и накидываем вперед. И продолжаем снятие. Смотрите, нам сейчас нужно снять вот эти резиночки и скинуть их вперед. Заводим крючок сюда, захватываем пару резинок, относящихся к левому ряду, и накидываем на столбик левого ряда, где находится нога. Далее захватываем резинку, пару даже резинок, которые относятся к правому ряду, и накидываем на правый ряд, тоже где находится нога. Ну а центральная пара резинок у нас уже скинута и накинута на впереди идущий столбик. Теперь нам нужно заняться вот этими резиночками, соединяющими вот эти столбики и вот эти. Их нам нужно с краев скинуть к центру. Берем, можно вот эту отодвинуть лапу, чтобы было лучше видно. Заводим крючок изнутри, отодвигаем резинки, относящиеся к лапе. Захватываем одинарную резинку, соединяющую вот эти два столбика, и накидываем ее на центральный столбик, с краю к центру. Справа делаем то же самое. Заводим крючок изнутри, захватываем одинарную резинку, относящуюся к центральному столбику, и накидываем ее на центральный столбик. Отлично. Теперь продолжаем снятие. Сейчас нам нужно вот эти резинки снять вперед. Заводим крючок изнутри, пару захватываем и накидываем на впереди идущий столбик. Раз. Здесь тоже изнутри захватываем пару и накидываем вперед. 2. И, наконец, справа все лишнее отодвигаем, захватываем пару и накидываем на впереди идущий столбик. Теперь вновь нам нужно разобраться вот с этими одинарными резинками. Их нужно с краев скинуть к центру. Поэтому берем вот здесь изнутри, захватываем и скидываем к центру слева. Здесь тоже захватываем, скидываем к центру справа. Отлично. Теперь давайте продолжим вот эти резинки вперед погоним. Изнутри захватываем, скидываем вперед. Изнутри захватываем пару, самую нижнюю резинок, скидываем вперед. И справа тоже изнутри захватываем, скидываем вперед. И вновь вот эти резинки сейчас у нас будут задействованы. Их с краев нам нужно к центру скинуть. Отодвигаем лапу, чтобы было лучше видно. Захватываем темно-зеленую резинку, накидываем с краю к центру. Здесь тоже отодвигаем лапу, захватываем изнутри темно-зеленую резинку, скидываем к центру. Отлично. Теперь вот с этими резинками разберемся. Отодвинем лапу, чтобы было лучше видно. Изнутри захватим резинки левого ряда и натянем их, скинем на центральный столбик. С центром точно так же. Изнутри все лишнее отводим. Захватываем пару
резинок, которые у нас относятся к центральному ряду, и накидываем их на центральный столбик. Ну и справа точно так же. Заводим изнутри, берем пару резинок самых нижних и накидываем в центр. Теперь давайте шейную резиночку возьмем, изнутри захватим, вытянем немножко и накинем на впереди идущий столбик. Теперь у нас резинки головы идут. Выше у меня находятся резинки, которые к левому ряду относятся. Я поэтому накидываю на левый ряд. А далее пара у меня относится к центральному ряду. Я поэтому накидываю на центральный ряд. Теперь изнутри здесь заводим. Отодвигаем все лишние резинки. Нам нужно захватить пару, которая бежевая в самом низу находится. Изнутри захватываем и аккуратненько вытягиваем. На этом столбике накинуто очень много резинок, поэтому будьте аккуратны и нечаянно не разорвите их. И справа нам нужно сделать точно так же. Изнутри заводим крючок, все лишнее отодвигаем и захватываем самую нижнюю пару бежевых резинок. Накидываем вперед. Почти все готово. Теперь нам нужно вот с этого столбика резинки накинуть вот сюда. Заводим крючок, берем все 4 резиночки и накидываем их вот на этот столбик. Теперь возьмем одну резинку бежевого цвета, заведем крючок внутрь, вот сюда, сквозь все резинки, захватим эту резиночку и вытянем снаружи. Теперь можно сделать небольшую петельку. Вторую часть этой резинки накидываем на крючок, здесь поднимаем рукой и выводим, делая петельку. Пока сильно петельку не затягивайте, потому что вы ее можете нечаянно неровно затянуть. И снимаем. Здесь резинок много, поэтому я советую помогать при снятии крючком. Особенно вот с этих столбиков, где находятся глаза. Вот теперь, когда голова снята, можно и затянуть петельку, потому что уже будет более ровно. Здесь тоже снимаем с помощью крючка и так далее со всех столбиков. Вот такая у нас получилась черепашка. Можно, чтобы панцирь был более объемный, вот так пальцем его выдавить, чтобы лапы были, находились стоя, а не лежа. Можно их тоже немножко поправить вниз. И чтобы голова смотрела у нас наверх, а не вниз, ее тоже можно вот так взять и за эти резиночки выправить вверх. Смотрите, у нас сейчас глаза вот здесь, где не нужно, торчат. Это легко исправляется. Нам нужно просто взять и все резиночки вот этого одного глаза немножко подвытянуть, чтобы они более равномерно были натянуты и более правильно и более похожи были на глаза. Так, и с этой стороны. И вот у нас получились с одной стороны глаза, с другой здесь уже ничего не торчит. Теперь, чтобы вот эта резиночка вам не мешала, хотя, если хотите, вы можете ее на карабинчик накинуть, но если хотите ее спрятать, то это тоже легко делается. Просто внутри головы заводите где-нибудь крючок, сквозь какие-нибудь резинки. Не обязательно здесь точно смотреть, через какие резинки завожу я, вы можете за любые другие резиночки завести крючок, захватить эту петельку, которая у нас торчит, и вплести эту петельку куда-нибудь внутрь, чтобы она не торчала, не мешала. Возможно, потребуется несколько раз ее вплести, вот как в моем случае, например, она сейчас пока не убралась, поэтому мне приходится ее немножко еще дальше вплести. Так, и вот в общем-то готово. Если глаза убежали, опять их давайте поправим слегка. Вот так. Глаза теперь никуда не денутся, стоят на своих местах. Хвостик. Хвостик у нас, смотрите, находится сейчас внизу. Но чтобы он был повыше, нам нужно завести крючок
сквозь резинку, которую мы с вами накидывали в 4 оборота, захватить этот хвостик крючком и вывести его немножко снаружи. Много не нужно выводить, чуть-чуть, чтобы он торчал. Вот. Теперь уже более похоже это все на черепашку. Отлично, вот такая черепашка у нас получилась. Я надеюсь, данный урок вам понравился, и вы сделаете себе черепашек разных цветов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши отзывы об этом уроке. Спасибо за внимание и пока!